Сотрудники пролетарского райотдела полиции Донецка задержали 2 ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении ряда разбойных нападений на жительниц города. Жертв злоумышленники подстерегали вблизи магазинов и торговых центров. Подельники придерживались нехитрой схемы и четко распределяли свои обязанности. Он смотрел, у кого что есть. И потом звонил мне по телефону и говорил, кто, где, куда идет. Описание примерно, и все, я за ними шел. Елена возвращалась домой после похода по магазинам. Погруженная в свои мысли, женщина даже не почувствовала опасности. Подходя уже к подъезду, открывая дверь, сзади слышу, что за мной идет человек и разговаривает по телефону. Как-то вообще не придала значения, он тоже так уверенно идет за мной, мы идем, я лифт вызываю, заходим, я говорю 8-й, он кивает, продолжает разговаривать, а сам нажимает 5-й. Резко разворачивается с ножом к горлу ко мне и к стене. Как стояла с 2 сумками, так и замерла. Он говорит, золото снимай, но я даже не успела что-то вообще сказать, сделать. Он сорвал ее и быстрее в карман засовывает. Когда нож к горлу был, следующее, я думала, вот сейчас пырнет в живот, я просто так осяду, и он выйдет из лифта, и все. Именно, я думаю, это мой последний час. Если жертвы отказывались беспрекословно выполнять требования или недостаточно быстро, по мнению злоумышленника, снимали золотые украшения, он применял физическую силу. Он сразу начал меня бить головой об стену, а потом последний удар пришелся по лицу и убежал. У меня сотрясение головного мозга, я лежу в больнице 2-ю неделю, у меня контузия была левого глаза. Уши у меня сильно ушибы ушей были, потому что он меня дергал за уши и бил об стенку головой. В процессе одного из нападений потерпевшая получила ножевое ранение. Как утверждает фигурант, это случайное стечение обстоятельств. Мне брызгали в лицо газом. Я просто руку вперед вытянул, а другой рукой закрывал лицо, чтобы в лицо не попало. Она на меня пошла, видать, не увидела. И дальше брызгала, и, можно сказать, сама напоролась. Испуганные женщины не стали медлить и сразу же обратились за помощью в полицию. Во многом именно это и помогло правоохранителям оперативно установить и задержать подозреваемых. Полицейские приехали очень быстро, не знаю, даже, наверное, пары минут не прошло. После моего вызова приехали быстро. По телефону несколько, как оперативники или кто это, они звонили мне, несколько человек, и спрашивали, как он выглядит, в чем он одет, лицо, конкретно черты лица. Сняли отпечатки пальцев. Я очень сильно благодарна полиции, вообще безмерно счастлива, что его поймали, и я надеюсь, что он скоро не выйдет. Сами же задержанные говорят, что за время нахождения под стражей успели раскаяться в содеянном и более никогда так не поступят. В содеянном не раскаиваюсь, очень стыдно мне перед потерпевшими. Не знаю даже, как у них теперь прощения выпросить, навряд ли они простят теперь. В содеянном не раскаиваюсь. В данный момент полицейские устанавливают детали преступной деятельности криминального дуэта. По информации правоохранителей, на счету задержанных десятки преступлений, совершенных практически во всех районах Донецка. За свои поступки злоумышленникам придется отвечать по всей строгости закона. Действия фигурантов подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 174 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, то есть разбой. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Правоохранителями Донецкой Народной Республики по подозрению в совершении серии разбойных нападений задержаны ранее неоднократно судимые Харченко Виктор Сергеевич, 1976 года рождения, и Сипряков Алексей Валентинович, 1969 года рождения. Если вы стали жертвой преступных посягательств со стороны указанных лиц, обращайтесь в Донецкое городское управление полиции по телефонам 340 01 17, 301 82 35, 066 325 25 45, 066 251 90 24, 063 337 99 56 или 102.